Алма-Ата лежит у подножий горного хребта на высоте 800 метров над уровнем моря. Алекс в черных. Вот, хорош, да, не заряжается, подбородок ниже, нужно держать. Сейчас смотрите, ё-моё! Итак, дорогие друзья, в желтых тейпах у нас Викинг, в черных тейпах у нас Чаклун. Викинг сразу начинает набирать, разбивать, набрасывать свои удары. Вот прямо сейчас очень хорошее попадание. Отвечает Чаклун, но Викинг прет и... О, еще одно отличное. Всем привет, меня зовут Саша, я с города Мукачево. Приехал подраться на голых кулаках, зарубиться, проверить свой дух, характер. Но преимущество в бою, мне кажется, больше характер, чем техника. Подготовка прошла хорошо, тренировался, боксировал, спарринговал. Ну и все, сопернику пожелаю проиграть. Всім привіт! Мене звати Бертій Сергій. Я приїхав з Переяслава-Хмельницького. Займаюсь боксом. Провів один поєдинок, одержав победу. В слідчому поєдинку так само хочу одержати победу. Моя підготовка прийшла добре. Всім спасибо. Встречаем первого бойца Сидор Александр по прозвищу Скат. Саша – базовый боксер, представитель из города Мукачево. Его рост 176, вес 78 и ему 25 лет. Дебютант нашей организации и на кастинге показал себя как один из самых жестких бойцов. От поединка ожидает зрелища и крови. Давайте поддержим этого бойца. И встречайте его оппонента, Абертий Сергей по прозвищу Роберт. Серега приехал к нам из города Переяслав. Участник второго сезона, в котором закатил невероятную рубку с Владимиром Думой по прозвищу Пижон. Имеет первый разряд по боксу.
участник международных соревнований. Его рост 181, вес 76,6 и ему 24 года. Давайте поддержим Сергея. Я думаю, это будет интересный бой двух базовых боксеров, поэтому не стесняйтесь и поддерживайте, пожалуйста, бойцов. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Затылочные, височные, позвоночные части мы не бьем. Слушаем мои команды, после команды «Стоп» не работаем. Помните? Да. Лежачего не добивая. Пожали друг другу руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд. Время. Бой! Итак, Скат, Скат сразу со старту полетел вперед с атакой, его пытает. Да, сразу заклинчевал его Роберт. Ну, понятное дело, так со старту полетел. Еще. Ручка. Что происходит? Где вы взяли этих парней? Почему они такие дикие? Жестко встречает сейчас. Решил ужалить. Откровенная заруба. Сейчас неплохо встретил, но то, что сейчас возле на мешках у нас происходит, просто откровенный махач на самом деле. Стоп! Ребята, затылок, контролируйте себя. Бой! Жестко встречает, сейчас пропускал сейчас боковые удары. Роберт, и Роберта очень даже повело. Пытается сейчас остановиться, слушай, ну Скат жестко и встречает его, Роберт пытается отвечать, да. Стоп! Бой! Слушай, он продолжает переть, он продолжает напирать на Роберта. Роберт, блин, ну просто сейчас спасается, пытается спасаться. В клинче как-то пытается отвечать, контрить, жестко встречать, но просто боковыми засыпает. Сейчас вылетает Капа. Вау, просто вау. Есть сечка, есть жесткая сечка уже у Ската над правым глазом. У него была, походу, четкая установка сразу же рубить. Да, сразу же рубить. Но, смотри, если вдруг зайдет последующие раунды, бой, опять вновь бойцы встретились, пытается Роберт клинчевать сразу, как бы угомонить этот пыл, ты слышишь аплодисменты, просто пропустил! Попадает сейчас жестко. Жестко попал Скат, вновь заклинчевал все это дело. Если я не ошибаюсь, Ската тоже нормально попала. Да, по Скату попали. Почему? Потому что левой рукой Роберт его отлично встречал. И видишь, у него как раз вот над правой бровью рассечение. И плюс он из положения, да, когда облокотились на мешке. Может сыграть плохую шутку. Может сыграть плохую шутку. И самое главное, смотри, Роберт сейчас может вымотать его клинчем. Из клинча набрасывать. И если бой пройдет дальше, то второй, третий раунд Скату будет очень тяжело. Потому что он... Вот это было только хлёст. Это было как плетью просто. Вау, что за раунд, дорогие друзья. Это просто сумасшествие. Где вы нашли этого Ската? Где вы его нашли? Бойцы на оглашение. В данном поединке остановкой угла победу одержал Аберти Сергей по прозвищу Роберт. Неожиданная концовка на самом деле. Но я думаю, теперь бойцы будут понимать, что идти в такой откровенный размен и рубку не стоит. Потому что это голые кулаки, сечки дают о себе знать. И в первую очередь для нас важно здоровье бойцов.
Поэтому врачам, катменам отдельный респект. Бойцы молодцы. Саша, база бокс, но я бы сказал база махач, да, Артем? Полетел вообще так жестко. Ты молодец в любом случае. Это очень крутой дебют. Ты еще себя у нас покажешь. Как тебе у нас? Как ты оценишь свое, скажем, восхождение в махаче? Ну, все понравилось. Хотел еще подраться дальше. Не беда. Я еще приду, надеюсь. Спасибо. Тебе спасибо. Заживайте, пожалуйста, этого воина настоящего. Мужчина. Серега, с победой. И у тебя сечка. Глаз заплыл. Молодец. Тоже как бы базовый вроде боксер, но навязали ему вот этот размен и махач. И мне кажется, надо было ему больше работать на дистанции. Но там дальше мнение нашего жюри послушаем. В любом случае, ты молодец. Спасибо тебе. Ты проходишь дальше в нашем гран-при. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Суперник красавчик, реально, не ожидав такого боя. Все понравилось. Спасибо. Спасибо вашей промоутерской компании. Спасибо. Я думаю, за такую рубку бойцы заслуживают бонус. Стопудово, да, Артем? Да, 100% бонус, но я с тобой, Андрюх, чуть не соглашусь. Говоришь, не надо так лять. Почему не надо? Как раз это то, о чем махачи есть, это то, о чем кулачные бои есть. Для этого и сделаны коротенькие раунды, их всего 3 минуты. Потому что это показывает как уличный бой. Что с тобой может случиться на улице? Да вот ребята это показывают. И да, выиграть бой это хорошо, но самое главное это выиграть сердца зрителей. И вот сегодня ты это сделал. Поэтому красавчик. Роберта поздравляю с победой, тоже молодец. Ну, если честно, надо обоих приглашать назад и даже этот бой устраивать. Я бы с удовольствием реванш посмотрел, знаю, у нас там дальше идет прогресс, но по-любому надо тебя тоже приглашать и давай, скат, будем за тебя болеть. Роберт, молодец. За пояс. За пояс. Меня зовут Павлов Паша, я приехал с города Шостка. В организации «Махач» провел уже 2 поединка, одержал 2 уверенных победы. Также приехал с хорошим настроением и настроем на этот бой. Подготовка к бою у меня прошла уверенно, также ничего не менял, не экспериментировал. 2 недели по 2 тренировки в день, подготовился уверенно. Также спасибо всем за поддержку, кто меня поддержит. Это моя семья, мои друзья, мои близкие. Я постараюсь вас не подвести, буду делать свою работу. Всем привет, меня зовут Артем, город Кременчуг. Приехал на махач зарубиться за пояс. Подготовка прошла успешно, в ускоренном режиме повредили маленько спину, но это ничего страшного. Преимущество боя, я думаю, у меня скорость. Настрой на бой положительный, сопернику желаю удачи и здоровья. Ждет сейчас очень зрелищный и крутой поединок. И представим вам первого бойца. Березнюк Артем. Артем – представитель города Кременчуг. Его рост 173, вес 59 и ему 32 года. Является базовым боксером. Спарринговал с Василием Ломаченко. К нашему поединку его готовил заслуженный тренер Андрейченко Андрей. Его ждет сегодня нелегкий поединок, поэтому давайте его поддержим. Поприветствуем его оппонента, Павел Павлов.
непобедимый боец нашего промоушена с рекордом 2-0. Звезда нашей организации. Представитель из города Шостка. Его рост 174, вес 57 и ему 20 лет. Давайте поддержим Пашу. Бойцы на середину. Правила вы знаете. Слушаем мои команды. Выполняем их. Височная, затылочная часть, позвоночный столб мы не бьем. Если будете в клинче не соблюдать корректность боя, буду разъединять, не давать клинч. Окей? Пожали руки, разошлись. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, Павел Павлов в желтых тейпах, наша звезда. 2-0 по кулачным боям. И против него Березнюк Артем. Ух, хорошо, жесткий Артем. Слушай, ну я тебе хочу сказать... Жесткий. Но Да, Паша Артем- не сдает заднюю вообще. Слушай, ну Паша на опыте, уже можно сказать так, но Паша смотри, наша. как жестко и быстро работает Артем. И насколько точно уклоняется Да. Паша. Он четко ловит, смотри. Хорошо, ну, Паша это уклоняется. Паша именно кобра. Паша хрен попадешь. Да, конечно, за счет клинча, за счет массы его можно, конечно, да, там где-то остановить, завязать, да, где-то Ну, тут- набросать удары, но если на дистанции работать, то по Паше очень сложно попасть. Да. Но тут сейчас такое происходит противостояние, понимаешь? Паше 20 лет, Артему 32. И это на самом деле опыт против харизмы. Харизмы и молодости, и дерзости. Да, и Отлично сейчас Паша уже попадает и рассекает, по-моему, Да. лоб. Да, есть сечка на лбу у Артема. Великолепно держит дистанцию Паша. Просто смотри, он чувствует, уходит да. от лбового удара. Молодцы. Бой! Засушил бой. И еще Стоп! раз, да, видишь, все сделал красиво. Ему не надо сейчас рубиться, Бой! ему надо держаться на дистанции. Дистанция Да. просто. Паша на дистанции — это все. Ох, как Паша встретил сейчас опасно. Очень опасно. Бой! Я думаю, там сейчас сечки будут еще больше и больше добавляться на голове Артема. Вот, на самом деле, хорошо работает. Паша именно, знаешь, у нас в промоушене маленький мужчина. Такой маленький, духовитый мужчина. Духовитый парень, на самом деле талант. Действительно талант. Я думаю, ну, талантливый. другие организации, когда смотрят на него, да, они думают, ё-моё, почему у нас нет такого спортсмена, как Паша? Прямо Даже сейчас... скажу так, организация, даже не вздумайте забирать у нас этого бойца, мы его не отдадим просто. Просто не отдадим. Это наша звезда. Есть первый раунд. Слушай, очень хорошо. Очень мощный раунд. Первый раунд. Я просто кайфую от того, как Паша уходит от ударов, как он передвигается, Я как он кайфую с четко его ловит. техники. Вот это его техника, это Судьи его готовы? стойка. Судьи готовы? Второй раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, у нас второй раунд. Павел Павлов против Артема Березняка. Сейчас Артем немного пытается работать первым номером, немного поддавливает Пашу. фиксируем бой. Слушай, ну он и в первом раунде постоянно подавливал Пашу. Паша вот вторым номером хорошо работал, встречал. Ой, О, хорошо, ну здесь уже хорошо. первым номером сработал Паша. Бой. Отлично. Стоп. Бой! Очень удивительно то, что вот такая маленькая весовая, но какие глухие удары прилетают. Какие Очень мощные жестко, глухие смотри, удары, отлично да. сейчас передней рукой сработал Паша. Слушай, несмотря на опыт, несмотря на возраст, Паша, такое ощущение, как будто он на голову выше сейчас, ну, просто переигрывает своего оппонента. Артем немного засуетился. Видно, что Артем немного засуетился, потому что... Но и Артем встречает Пашу тоже хорошо. Да, Достаточно есть такое. хорошо правым боковым. Есть уже под левым глазом у Артема гематома. И я думаю, сейчас Паше стоит туда включаться еще больше. О, хорошо. пропускает сейчас Павел.
Паше нужно как просто он всё раздергивать. видит, как всё Видит, Паша но видит. нужно раздергивать. Паше нужно раздергивать. Все-таки его техника должна оставаться. Не должен выключать мозг. Видишь, вот он летит, а ему не хватает вот этих его Давайте раздергиваний. поддержим бойцов, ребят. Павел Павлов, что ты делаешь? Что ты делаешь? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Готов? 10. Я так понимаю, либо что-то попало в глаз, либо какой-то удар в открытый глаз, я так понимаю, залетел, но... Что-то, видимо, палец какой-то попал. Да, кстати, не исключено, что палец мог попасть. Вот, но есть нокдаун. Сейчас пытается догнать, слушай. Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Третий раунд. Время. Бой. Меньше суеты, больше техники. Хотя Артему надо отдать должное, он, продолжает работать, он принимает удары, он не боится идти на Пашу. Хотя по Паше, действительно очень сложный оппонент в лице, Павла. Стоп. Он неудобный, Но к нему не подберешься. Насколько я заметил, сейчас ребята вообще не работают по корпусу. А вот как-то, знаешь, они все-таки целят. Как он уклонился, уходит. просто еще и успел догнать ударом. Хорошо выпадает. И есть, опять да, хорошо Паша выпадает. и настоящий пошел. нокдаун. Просят Пашу добавить еще. И Паша просто сейчас вновь попадает передней рукой. Я думаю, здесь уже получается декласс уже немножко. То Паша, несмотря на свой возраст, просто колоссальный скилл имеет. О, еще одно попадание джебом от Паши. Но вижу я здесь одно. Паше попался очень достойный соперник, Очень против достойный которого... соперник. Но я тебе хочу сказать, Паша феномен. Он вышел, смотри, что он делает. Просто Паша, нереально. Все, победа. 3-0, Павел Павлов. Ё-моё, Вот что так ты вот. творишь? Наша маленькая звезда. Нереально, просто нереально. Да, останавливай. Так, достаточно. Бойцы на оглашение. Тяжко было. Техническим нокаутом и остановкой этого поединка рефери в третьем раунде на 1 минуте 14 секунде победу одержал Павел Павлов. Закатили невероятную рубку. Давайте поаплодируем бойцам. Тёма, тебя с дебютом. Я думаю, ты явно закрепишься в нашей организации. Спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Круто. Кайфанул. На характере был. Валился. То есть есть свои получается. Да что-то, надеюсь, попаду к вам еще раз.
Буду готовиться, вот реально буду бомбить. Спасибо. Спасибо тренеру, спасибо Кременчугу, пацанам. Легион, я с вами. Я думаю, Артем покажет себя еще у нас в поединках за чемпионский пояс в весе до 60. Пашка, с победой тебя! Непобежденный наш маленький звездный боец, настоящий воин, показывает зрелище, характер, вообще просто вот молодец. Скажи, пожалуйста, несколько слов о своем сопернике. Соперник Артем, класс, вообще хороший пацан, умеет, видно, база бокса стоит. Ну, физуха, как по мне, больше, чем моя. Как бы я настраивался на тяжелый бой, он получился. Благодаря Богу я выиграл. Хочу сказать одно. Когда выходишь сюда, есть три фактора, чтобы победить. Это первое, это поддержка друзей и близких. Вот приехали мои близкие, это мой кум, мой отец. Я первый раз его взял сюда, честно, не хотел. Не хотел, да, он очень волнуется, как бы я его взял. И это мой как братик, это моей сестры муж. Как бы это поддержка. Хочу сказать, что поддержка друзей, так же само сестры, моей матери, ну все, когда тебя поддерживают родные, это уже вот тут оно на первом месте. Второе, это самому в себя верить всегда, когда сюда выходишь, чтобы ты не думал, там, старший соперник, там, сильнее какой-то по рангу. Надо выходить и доказывать. И вот это. И третье, это сила воли, сама сила характера. Но сюда выходят некоторые, я наблюдаю, тут третий сезон выходят, один удар пропустили, там слюни опустили, ушли. Так не надо, если ты сюда идешь, ты должен понимать, что это драка на голых кулаках. Так же самое хочу еще отметить последнее. Это часто мне помогает финансовой поддержке. Денис, как бы, он поймет, про кого я говорю. Хочу его поблагодарить. Так же самое его поддержка. Он меня постоянно тянет на какие-то соревнования. Он меня верит. И спасибо тебе большое. И спасибо организации, что доверяете мне и зовете меня. Спасибо большое. Настоящий воин. Теперь послушаем мнение нашего жюри. Поздравляю с отличным боем. Вдвоем вы показали очень классный бокс, очень классный бой. У тебя, я смотрю, есть перспектива в боксе. Это да, чуть-чуть себе. Ну, ты очень классно двигаешься, ты очень перспективный. Так держать, тренируйся. Ты тоже классно там боксировал, дрался, да, и Мельнику Михаилу привет. Всем привет, меня зовут Ладо, я из города Сумы. Самочувствие с предыдущего боя отличное, быстро восстановился. Готов участвовать за чемпионский пояс. Настрой на бой отличный, боевой. Подготовка не изменилась, больше потянули технические моменты. Всем привет, меня зовут Сергей. Я приехал к вам с города Чугуева. Первый свой бой на Махаче я завершил раздельным решением судей. Я этим вообще недоволен. Я приехал за полной победой. Участникам желаю меньше травматизма. Всем спорт! Наш следующий поединок и его первый боец Курмашвили Ладо по прозвищу Мороз. Представитель из города Сумы. Его рост 178, вес 63 и ему 21 год. Ладо является мастером спорта по рукопашному бою, КМС по боксу, двукратный чемпион Украины по рукопашному бою и призер мирового чемпионата. Во втором сезоне одержал уверенную победу над таким бойцом, как Абу Араб.
Надеюсь, ты сегодня покажешь яркий и зрелищный бой. Давайте поддержим Ладо. И его сегодняшний оппонент Радченко Сергей по прозвищу Радчик. Представитель из города Чугуев. Его рост 170, вес 61, и ему 19 лет. Базовый боец ММА, трехкратный чемпион гладиаторов в клетке. Участник второго сезона с рекордом 1-0. Желаю тебе яркого поединка. Давайте поддержим Серегу. Бойцы на середину. Самое главное правило. Слушаем мои команды и выполняем их. Височная часть, затылочная часть мы не бьем. Позвоночный столб мы не бьем. Если будете клинчевать некорректно, буду разнимать. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд. Время. Бой. Так, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Мороз, Ладо. В желтых тейпах у нас Радчик. Оба имеют победы во втором сезоне. По одной победе 1-0. И кто-то сегодня лишится своего нолика. Как Радчик опасно. попер. Радчик, да. Ты знаешь, он показал, вернее, что он Готов. готов и готов морально, действительно к физически. бою. Действительно к бою. И смотри, занял центр сейчас ринга. Ладо пытается кружить вокруг него, но пытается подобраться. Радчик попытался сделать что-то похожее на Супермен Панч. Видно, что-то где-то оступился, но... Да, что, по-моему, поскользнулся немного. Но удары просвистели над головой. Так сказать, воздух разогрел кулаками. Да. Но сейчас у Ладо, конечно, он мог попасть в скорость. Я так понимаю, ему в глаз попали. Да. Да. Мороза немного что-то с глазом. Радчик пока в центре. Пока работает передней рукой. Ну, Мороз, насколько я вижу, Мороз немного повыше, по-моему, да? Да, есть, но там что-то с глазом. Видишь, он сигнализирует, я так понимаю, наверное, после того клинча, после той Скорее всего, да, там столкновения, где-то что-то попали, либо даже мог попасть типа в открытый глаз, где-то зацепиться, в голову удариться. Пальцы. Продолжаем. Время работает. Бой продолжается, дорогие друзья. Да, и мы наблюдаем продолжение боя. Аплодисменты. Я думаю, что Мороз восстановился. Отличное попадание по корпусу, достал по печени. Ой, Сейчас хорошо. отвечает хорошо Радченко, пытается зарубиться, но клинч. На выходе из клинча прям смотри, как серийно пробивает боковыми. Ладо. Отлично, просто подловил, сконтрил Опять Супермен Панч, от который... Радчика, но... Он не прошел. Жестко Как хорошо наказал. с клинча он выходит и дает ему. Резко, ты понимаешь, он только и сразу боковой летит. Да. Не проваливать, сейчас хорош в атаке Ладо. Есть первый нокдаун. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Готов? Все. Судьи готовы? Судьи готовы? Слава, судьи готовы? Второй раунд. Время. Бой!
Так, бой продолжается. В центре у нас Ладо, Мороз. Рачик пытается. Полетел вперед, откровенно Рачик. И есть, да, есть попадание, есть первый нокдаун. Нет, скорее всего. От Рачик. Он, по-моему, подскользнулся просто. Да. Но налетел Рачик хорошо. Там, по-моему, не было четкого удара. Слушай, видно напряжение, чувствуется прям в этом поединке. Оба пытаются раздергать друг друга. Мороз очень легко работает на ногах. И, кстати, Да, и смотри, как встретился сейчас, но немного сам оступился. Отлично выдал правый боковой. Да, Рачику надо. вот я заметил, что Мороз очень хорошо работает на ногах и с раздергиваниями вот этим, но чего-то не хватает, чего-то явно не хватает. Нет, смотри, сейчас достал, очень хорошо попал, просто попал, поднял апперкотом. И... Вот это было красиво. 2, 3, сам виноват. 4. Готов? 5. Бой! Много таких ситуаций возникает, когда человек бьет одним ударом, и на этом все заканчивается. Да. Хотя, возможно, там бы еще прошла бы большая-большая серия. Вновь левый боковой. И это очередной нокдаун. Вот сейчас он будто нас услышал. И, собственно говоря, дорабатывает серию. Да, дорабатывает серию, да, так ему надо. Так ему и надо работать. Бой! На одном джебе далеко не уедешь, поэтому... И смотри, отчаянно Рачик полетел вперед, да. Рачик понимает, что начинает проигрывать. В корпус пробивает Рачик. Но тем не менее Рачик сейчас в центре. Да. И не боится все же идти, да, там или как-то. Да. Но местами откровенно он бросается. Местами откровенно, с ошибками, с опущенными руками. И на этом Мороз его ловит. Судьи готовы, судьи готовы, судьи готовы. Третий раунд, время, бой! Ну давай, последний раунд, дорогие друзья, посмотрим. И Рачику надо больше аккуратно заходить. Я бы на его месте бы, знаешь, он пробивает сейчас джебом в корпус и перевести сразу резко на голову. На голову, это было бы круто. Оверхенд запустить. Ну вот видишь, сколько таких ударов по корпусу, и я так понимаю, что Мороз прочитает сейчас. Опасно было. Слушай, активен ладой, пропускает сейчас сильнейший удар. Ой, хорошо, Рачик зашел. Да, Рачик, слушай, там был удар немного. Не отворачиваемся. Немного заигрался, получил немного в затылок. Работаем, бой. Все нормально, это у меня. Саша просто решил посчитать. Немного напугал Ладо. О, как жестко встретил. Прямо я слышал этот звук костяшек. Ну, Ладо откровенно уже просто, ну, он видит, читает Рачика. На Рачику надо что-то менять кардинально, чтобы... Ну, Рачика читаемый удар по корпусу, потому что он его проводит уже несколько раз, этот джеб по корпусу, и это уже очень читаемо. Еще один левый боковой, надо спасаться. Хороший размашистый удар. Тем не менее попал. Рачику нужно от таких ударов уходить, уклоняться. Поддержите бойцов, еще один джеб от Рачика. И пошел клинч, пошла борьба. Посмотри на взгляд Рачика, такой именно агрессивный, да. Агрессивный, да. Слушай, ну он понимает, что надо забирать, надо уверенно забирать и, знаешь, там ментально сам себя настраивать. Но вот видишь, опять вновь Ладо дожимает эпизод и отвечает Рачик, пытается отвечать. Пытается, да. Попытки были, но, к сожалению, не увенчались успехом. Стоп!
данном поединке единогласным решением судей победу одержал Курмашвили Ладо по прозвищу Мороз. Яркий бой, конечно. Немного Сереге, мне кажется, не хватило техники, но касательно духа, один из самых топовых бойцов. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Всем привет. Давно не виделись, ребят. Что хочется сказать? Соперник, респект тебе от души. Ехал сюда, вообще не тренировался. Честное слово. Дух есть дух. Захотел, приехал, захотел подраться. Не на улице же, чтобы потом в криминал попадать. Всем спасибо за поддержку. Всех рад видеть, ребят. Спасибо. Ладо, с победой тебя. Крутой, яркий бой показал. Хорошая техника. Ты молодец, проходишь дальше в нашем гран-при. Как тебе твой оппонент? Всем привет. Хочу всем сказать спасибо за поддержку. Парень был очень сильный, крепкий, техничный в каких-то моментах. С пацанам спасибо за поддержку, за то, что помогли. Вам за возможность показать себя на всю Украину и за кордоне. Ну, в общем, всем спасибо. Очень добрый, ты искренний боец. Послушаем наше жюри, пожалуйста. Артем, начнем с тебя. Хороший бой, ребята, да, Ладо молодец, отработал классно, то есть видно было, что более подготовлен, более опытен. Свое прозвище Мороз тоже подтвердил, хладнокровно работал, даже когда получил в глаз. Я сам знаю, что это такое, когда один глаз закрывается, дистанцию очень тяжело понять. Вот, не растерялся, не запаниковал, восстановился, проморгался и сделал то, что должен был сделать. Красава, вперед!